Всем привет! Я уже 100 раз вам показывала, как я занимаюсь Серафимом, и массажами, и упражнениями. И вы задаете вопрос, что же делает Серафим в тот момент, когда я занимаюсь своими делами. И сегодня мы с Серафимом решили продемонстрировать вам все наши основные его самостоятельные занятия. Все наши основные занятия. И мы с ним решили продемонстрировать все его самостоятельные занятия. Вообще по дому, но ребенок 80% своего времени должен находиться на животе на полу. То есть, как только он поел, как только с ним позанимались, сразу его на живот на пол. Выкладывание на пол на живот мы чередуем с различными возможными в нашем случае местами нахождения. И в каждом месте он не просто так лежит, а у него должно быть какое-то занятие. Но этим на самом деле тоже нельзя злоупотреблять для того, чтобы у него не испортилось настроение, для того, чтобы он отдохнул между занятиями. Особенно у нас используется то время, когда Серафим только что покушал, и еда должна провалиться, и еще нельзя на животик на пол. А если вы до сих пор на нас не подписаны, обязательно сделайте это прямо сейчас. Заодно нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, поставьте лайк и напишите в комментариях, какое видео вы хотели бы видеть следующим. Многие замечали, что у Симы частенько прикрытые глаза. Нельзя точно утверждать, от чего так происходит. Возможно, это судорожное, а может быть просто это не заинтересованность окружающим миром. Но вы не поверите, с помощью мобилек их можно открыть. Причем я вешаю вертолетики специально повыше, чтобы нельзя было и дальше находиться с полузакрытыми глазами. Через какое-то время Сима замечает движение и пытается следить за предметами. Сейчас очень модно утверждать, что крутящийся мобиль крайне вреден и развивает косоглазие. Но сейчас, по-моему, на каждый детский предмет у врача есть своя страшилка. Согласны? В нашем случае это самая эффективная тренировка фокусирования взгляда. Может быть, у него получается не идеально, но тут я очень ценю саму попытку слежения за предметами и больше всего заинтересованность. Сима издает звуки, иногда даже как будто подпевает. Единственное, что бы я изменила, это скорость вращения. Было бы медленнее, ему было бы проще. Симе такая тренировка быстро надоедает, поэтому пока он под мобилем, я не выхожу из комнаты, сижу за компьютером, и как только он начинает подхныкивать, то я быстро все убираю. Сегодня получилась нестандартная ситуация. Сима заснул. У нас нет режима дневного сна, поэтому я никак не влияю на ситуацию и просто выключаю мобиль. Кстати, мобиль я использую только один раз в день и через день меняю висящие игрушки, оставшиеся у меня после старого сломанного мобиля, чтобы, так сказать, не замыливался глаз. Мы пока еще не приобрели специальный стульчик, поэтому используем этот шезлонг. В нем Сима кушает и переваривает еду. Можно повесить дугу с игрушками, а можно ее снять, чтобы ребенок смотрел на интерьер и людей вокруг. Бубенцы, которые продаются в любом рыбацком магазине, стоят 15 рублей за штуку. Крепятся они на ручки и ножки, чтобы ребенок слышал звук и сопоставлял их со своим движением. Также бубенцы можно повесить на игрушки, чтобы при случайном касании производился звук. Кстати, достаточно много вопросов о том, почему Сима летом в теплых носках. Дело в том, что тепловое состояние его организма такое же необычное и непредсказуемое, как и он сам. Ему может быть жарко или холодно, и это как будто не всегда зависит от внешних факторов. Если он мерзнет, то в первую очередь это начинается с ножек, а его ручки словно градусники, которые помогают мне определить, что вот сейчас нужны теплые носочки. Сейчас ему холодно, а когда тепло, то под голые ножки я подкладываю ему ортоковрик, который сейчас лежит справа. Игрушки на дуге я периодически меняю. Бывает, он им радуется, разговаривает с ними, очень редко, но все-таки иногда бывает, что улыбается. Когда он устает, он начинает выражать недовольство голосом. И я освобождаю его на волю на пол. А еще у нас есть вот такая дуга.
Обожаю ее за то, как она компактно складывается. Тут игрушки тоже нужно периодически менять, иначе он перестает на них реагировать. Больше всего в этом коврике мне нравятся эти пришитые игрушки. Я креплю к ним бубенчики, и у Сима получается теребить их ручками. Этот коврик с дугой Симе на 2 годика подарила моя подружка. На нем мы часто отдыхаем от памперса. Ради экономии впитывающие пеленки я использую только на ковре. На кровати я использую обычную клеенку. Я купила огромный кусок в магазине хозтоваров и разрезала на много частей. И стираю эти кусочки вместе с пеленками в машинке. Все равно клеенка такое дело, что-нибудь да протечет, а я очень чувствительна к запахам, поэтому я часто стираю на матрасник на нашей кровати и постоянно меняю простынь. И у меня почти всегда белье от разных комплектов. В будущем, кстати, вижу выход в покупке сразу нескольких одинаковых комплектов белья. А это бассейн с шариками, где Симе тоже для разнообразия полезно полежать. А вот таким образом мы теперь гуляем. Это горка, под наклоном которой Сима сползает вниз. Но также на нее нужно выкладывать ребенка и без наклона. Таким образом ребенок тоже должен учиться ползать. Сейчас мы стали вытаскивать горку на улицу, чтобы совместить приятное с полезным. Мне нравится расцветка горки. Сима с интересом рассматривает эти квадратики. Кстати, они нужны для того, чтобы ребенок именно по ним понимал, что он движется, ведь во время движения меняется картинка. На прогулке мы меняем местоположение: коляска, горка, потому что так интереснее и тело не затекает в одной позе. Это увеличивает время нашей прогулки, и у меня есть возможность и позагорать, и ягоды пособирать, и с подружкой по телефону поболтать. Из-за того, что я вам показала, можно подумать, что весь день Симы полон событий и игрушек. Но это не так. Съемки я вела несколько дней, потому что некоторые игрушки я даю Симе всего 1 раз в день, а некоторые 1 раз в несколько дней, потому что в большинстве случаев ему тяжело и нужен отдых. Все зависит от его настроения. Большинство своего времени Сима проводит на этом коврике. Я могу заниматься хозяйством или сидеть за компьютером, потому что это занятие не может ему так быстро надоесть, как все предыдущие. В последнее время он почти перестал переворачиваться, но я надеюсь, что это временные трудности. Главное, что есть движение и даже некоторые попытки ползания, а это именно то, что нам и нужно. Спасибо, что досмотрели до конца, буду ждать ваших лайков и комментов на тему, как вы занимаете своих детей, пока занимаетесь своими делами. Всех люблю, пока!